Как заменить топливный фильтр на вашей двинахе? Очень просто. Для этого сначала нужно поднять заднюю часть автомобиля, так как топливный фильтр находится под днищем автомобиля между запаской и топливным баком. Поднимать заднюю часть автомобиля буду с помощью домкрата за неимением эстакады. Такой высоты подъема будет достаточно. В обязательном порядке не забываем и соблюдаем технику безопасности. Только на домкрат нельзя поднимать и лезть под машину. Обязательно нужно делать страховку. Естественно, не забываем на передние колеса установить противооткатные средства. И теперь лезем под автомобиль. И как я говорил, вот бензобак, вот запаска, и вот здесь у нас находится топливный фильтр. И теперь, прежде чем приступить к замене топливного фильтра, нужно очистить данные соединения с двух сторон от грязи и песка, чтобы в дальнейшем в наш новый фильтр ничего лишнего, ни одна соринка не попала. Для этого я буду использовать кар-щетку. Также не забываем зачистить болт хомута, который удерживает наш топливный фильтр. Далее нам понадобится ключ на 10, чтобы открутить данный болтик, ключ на 19, чтобы держать сам корпус топливного фильтра, и ключ на 17, чтобы отсоединить данную топливную трубку с двух сторон. Одной рукой снимать и откручивать все соединения неудобно, поэтому я сделаю это за кадром. Небольшое примечание: когда вы будете отсоединять топливные трубки от фильтра, будьте готовы к тому, что польется немного бензина, поэтому будьте осторожны, чтобы бензин не попал вам в глаза, и лучше заблаговременно подготовить какую-нибудь емкость, чтобы туда стекал бензин. В моем случае это стеклянная банка. Итак, топливный фильтр мы сняли, вот он у нас здесь. Теперь ставим новый топливный фильтр на свое место. Также обращаю ваше внимание на то, что на концах данных топливных трубок имеются уплотнительные маслобензостойкие резинки. Если они повреждены, как в моем случае, их нужно в обязательном порядке заменить, так как если этого не сделать, то система будет не герметичной и, возможно, будет подтекание бензина из мест крепления топливных трубок к фильтру. Резинки заменили, одну и вторую. Теперь устанавливаем топливный фильтр на свое место. И прежде чем устанавливать топливный фильтр, нужно его осмотреть, и зачастую на его корпусе будет отметка в виде стрелки, указывающая направление движения топлива. В нашем случае на двенашке стрелка будет смотреть на левый борт, то есть бензин будет идти справа налево. Вот так будет установлен топливный фильтр, чтобы стрелка указывала на левый борт автомобиля по ходу движения. Установили новый топливный фильтр на свое место, подключили тормозные трубки, заменили на их концах маслобензостойкие уплотнительные колечки. Направление соблюдено, смотрит на левую сторону автомобиля. Теперь остается только запустить двигатель и проверить, посмотреть, чтобы здесь ничего нигде не капало. Двигатель запущен, и мы видим, что в местах подключения топливных трубок все герметично и бензин не протекает. На этом работу по замене топливного фильтра можно считать завершенной. Также и наш видос, короткий, но не менее информативный, подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал. Всем до новых встреч. Если у вас возникал вопрос